Начнем. Если человек принес домой какую-то вещь, которая побывала на кладбищенской земле, возможно ли, что удастся избежать какие-либо негативные последствия? Иными словами, может пронесет? Нет, не пронесет, и последствия будут наверняка. Первое. Хочу сказать, что есть определенные люди, которые совершенно не разбираются в магии, но у них очень большое желание накидать на себя пуху и вот это вот показывать таинственность. И эти люди нацелены на могилы, кладбища, могилы. А ведь кроме могилы и кладбища существуют и другие, скажем так, направления магии, не менее сильные. Вообще кладбищенская и могильная вот эта вот магия, она в основном, можно сказать, пошло от христианства. Это одна ветвь христианства, потому что кладбища появились с принятием христианства. До этого сжигали тела умерших, освобождая их сразу же, их душу. Потому что если от тела ничего не остается, то душа уходит. Но сейчас мы возвращаемся потихоньку, кстати, к этой практике крематории, потому что места уже нет. И эти кладбища, они иногда десятками лет без ухода, без должного внимания родственников и прочее. Мертвых уже хоронят друг на друге, и чтобы такого не было, начали внедрять активно крематории. Я считаю это правильным. Это освобождение души. То есть могильная кладбищенская магия появилась значительно позже. Это молодая ветвь магии. Но есть более древние, более сильные направления, которые имеют более такой опыт и историю, прошли. Поэтому не обязательно все через кладбище, и не самая сильная часть магии, еще раз повторюсь. Что касается могильных предметов, вот любой предмет кладбищенский, он носитель определенной силы смерти, и как эта сила отразится на человеке, неизвестно. Почему говорю так? Потому что, например, у меня дома есть волосы мертвых, путы, пятаки с глаз мертвых. Если мне нужно соединяться с миром мертвых в более тесном контакте, я просто эти пятаки кладу себе на глаза и ложусь. Я не думаю, что кто-то это решится сделать, правда? Но мне это не вредит. Мне не вредит, потому как у меня энергия давно привыкла к этим силам, и они меня знают. Я работаю в этой сфере. Это работа. Это такая же работа и профессия, как и все профессии. Не каждый, кто прочитал пару книг или купил таро, может назвать себя ведьмой или колдуном, практиком и прочее. Но и я очень бережно и с уважением отношусь к этим силам, атрибутам магии, смерти. И не всегда рискую, если чувствую, что не надо сейчас, могу этого не делать. А люди, которые не имеют никакого отношения к магии, люди, которые знать не знают, люди, которые никогда не сталкивались с кладбищенскими бесами, они есть. И эти люди начинают, покупают амулеты, талисманы и прочее, которые заряжались на кладбище. Якобы они вбирают какую-то силу, энергию, не знаю, мертвого мира, не знаю, как они это объясняют. У меня нет объяснения этому всему. Что происходит? Первым делом финансы останавливаются. Просто начинается мертвая жизнь. Второе.
Это привязка определенных духов. И на кладбище, как правило, привязываются к людям и к предметам духи неупокоенные. То есть это самоубийцы, это убийцы, воры, ну кто угодно, преступные элементы, которые и после смерти не нашли покой, и они привязываются к этим предметам. То есть, по сути, вы приносите к себе домой неупокоенную душу, а этой душе неупокоенной нужна энергия. И эту энергию он будет получать от вас, от ваших близких, от ваших детей, забирая ваше здоровье, значит, напуская на вас кошмары и прочее, прочее. Кладбищенский предмет – это бомба замедленного действия. Это то же самое, что землю из кладбища принесут и посыпят рядом с вашей кроватью, рядом с входной дверью, и вы будете перешагивать, ходить через это. Ну, оно будет забирать вашу силу, энергию. Если привязана еще и мертвая душа к нему, то еще хуже. И вот начинается зазыв. То есть они зазывают таких же, как они, в ваш дом. Ну, чем это закончится? Финансовым крахом, разводом, может, смертью, может, разорением, может, болезнями постоянно, депрессией, нежеланием жить и так далее. Мы знаем несколько таких историй, где, ну, например, жена Пороховщикова, во-первых, они купили дом, ну, как взяли в аренду на там 50 или 80 лет. Это дом его деда. Он знал, что это их родовой дом, хотя там было место, где пытали людей, это подвалы НКВД. Там и умирали люди. То есть это проклятый уже дом был. Это некая такая воронка, которую нельзя было покупать. Но они взяли этот дом. И, кроме всего прочего, она была женщина со странностями, приносила могильную землю из могилы, значит, своей любимой собаки, из могилы мамы Пороховщикова. И у нее там в доме зажигала свечи над этой могильной землей. И со временем постепенно начала сходить с ума. Начала, значит, у них начались между собой ненависть, злость, значит, потом эта воронка закрутилась, еще хуже стала. Так, извиняюсь, немного меня отвлекли. Мы просто созвонились в чате своем с родственниками. Мои сестренки, брат, с которыми росли. Пока поговорили, и потом решила продолжить лекцию. Так, вещи. Ну, я уже объяснила, мне кажется, больше объяснять не нужно. Даже если свою вещь забыли на кладбище, лучше его не брать и не вернуть домой. Что бы это ни было. Оно уже пропитано энергией смерти. А энергия смерти – это остановка всего. Если не обязательно кто-то умрет, то обязательно кто-то заболеет, обязательно в доме нарушится покой, начнутся болезни, начнутся денежные проблемы, начнутся ходьба призраков и многое другое нехорошее. Кладбище. Кладбище – это место обитания духов, не всегда добрых. Ну, потому что там в основном остаются неупокоенные. Есть, конечно, и хозяйка кладбища, и хозяин кладбища. Они там остаются. Некоторые люди, которые якобы занимаются магией, утверждают, что их нет. Они есть, конечно. Это вне сомнения, я вас уверяю. Я много раз сталкивалась с их силой и с их присутствием. В виде теней, в виде того, как за тобой ходят кошки и собаки, которые непонятно откуда возникли. И, кроме всего прочего, что они тебя слышат.
Они показывают ту могилу, которую ты хочешь, именную могилу находят по возрасту, да и вообще ведут тебя туда, куда надо. Это духи. Духи, которых отправляют на кладбище для того, чтобы они стерегли покой мертвых. Но, кроме всего, существуют кладбищенские бесы. Это не самое такое лучшее место, мягко говоря. Не только потому, что там люди умерли не от хорошей жизни, да, кто-то погиб, кто-то кого-то убили, кто-то сам ушел добровольно, кто-то от болезни мучился, умер и так далее. То есть там энергия не самая положительная, совсем не положительная. Кроме всего прочего, там еще есть неупокоенные души, их много. Там есть недовольные души, которые недовольны, потому что их потревожили или родственники не приходят. Там есть безымянные могилы. Хотя их души могут быть уже давно в иных мирах, но время от времени они могут приходить туда. Там не самая лучшая сила, и поэтому не то, что оттуда амулеты и талисманы брать нельзя ни в коем случае. Оттуда вообще ничего нельзя брать. Даже свои вещи потерянные там нельзя забирать домой. И все регионы, в которых там традиция была на Пасху или иные церковные праздники ходить, есть конфеты, которые оставляют на могилах. Некоторые вообще собирают сумками, уносят домой. И я вам скажу, что вот все люди, у которых детство прошло с этим, никто вам не скажет, что они счастливые. У них все внутренности больные, 1000 раз операции делали. Многие из них спились и ушли давно. Вот кто вот ходил и так ел. Потом, забирая с могил еду, обрекают себя на нищенскую жизнь. И много чего нехорошего. Поэтому касаться вообще кладбищенскому миру никак не стоит. Даже, еще раз повторяюсь, даже люди, занимающиеся магией, то есть профессионально занимающиеся, и то они избегают, то есть не переходят грани и без очень острой необходимости вообще не тревожат духов кладбища. А тут тем более постоянно ходить, постоянно там сидеть, постоянно оттуда какие-то заряженные, так называемые, амулеты и талисманы или еще что-то приносить. И это вообще безумие. Неадекватно это все. И ничего хорошего из этого не следует. Будьте осторожны.